Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я оформляю свадебный тортик в 3 яруса. Обтяжку торта я не стала снимать, так как уже неоднократно в своих предыдущих видео я показывала, как я обтягиваю эти тортики. Они у меня уже полностью обтянуты, все 3 яруса. Верхние 2 яруса, средний и самый верхний, они стоят в холодильнике, так как они должны быть холодные, когда мы их будем ставить на первый ярус. Берем шпажки и вставляем тупым концом в торт. Второй и третий ярус у меня собраны и обтянуты уже на отдельной картонной подложке тоненькой, в которой посередине я вырезала небольшое отверстие. Чуть меньше размера второго яруса у нас должны располагаться шпажки, так как на этих шпажках у нас и будет стоять второй ярус. Карандашиком отмечаем, плоскогубцами отрезаем. Затем поверхность, где у нас будет стоять второй ярус, мы промазываем ганашем, прикрывая шпажки. Тем самым мы прикрепим второй ярус к первому. Второй ярус должен быть обязательно с холодильником. Видите, он на отдельной подложечке. Сверху смотрите, чтобы поля у вас были одинаковые. Второй ярус, когда будете ставить, обязательно только достали с холодильника, сразу ставим на первый ярус, так как конденсат еще не успевает выступить у вас, и следы от прикосновения у вас видны не будут. Перчатками пользоваться бесполезно, пробовала, все прилипает еще хуже. Теперь мы вставляем шпажки во второй ярус. Они будут упираться в подложку второго яруса, вот эту картонную. На этих шпажках у нас и будет стоять третий ярус. Диаметры ярусов и вес каждого яруса я укажу в описании под видео. Теперь следующее наше действие. Мы должны будем вставить бамбуковый штырь с небольшим запасом, для того, чтобы потом насадить на него верхний самый ярус, чтобы этого бамбукового штыря не было видно. Если вы будете прокалывать после того, как вы третий ярус поставите, то есть он у вас вот будет, дырочка у вас вот здесь в верхнем ярусе, она вам, в принципе, совершенно не нужна. Поэтому мы сначала ставим бамбуковый штырь, который у нас будет прокалывать полностью подложку, тем самым фиксируя полностью торт на подложке, чтобы он никуда не съехал, не сдвинулся, ничего с ним не произошло при транспортировке. Вот у меня бамбуковый штырь, он достаточно у меня длинный, достает практически до потолка у меня. У меня его хватит на несколько свадебных тортов. Ставлю. Здесь я уже заострила ножиком, для того, чтобы с легкостью проткнуть полностью все ярусы и подложку. Напомню, что в картонных подложках, на которых у меня стоит второй и третий ярус, там уже дырочки я вырезала посередине. Вот именно для этого бамбукового штыря, чтобы с легкостью все это прошло до самого конца. То есть бамбуковый штырь у нас где-то должен будет доходить до середины третьего яруса. Вот так вот где-то. Карандашиком отмечу. И вот таким ножичком, нож-пилка, вот с такими заостренными зубчиками, я обычно отрезаю. Она внутри полая, режется легко. Ну, немножко, конечно, усилий придется приложить. Затем мы ее щеточкой хорошо промоем. И перед тем, как вставлять торт, я обычно обрабатываю водкой. То есть смачиваю ватный диск и водкой обрабатываю. Знаю, что некоторые используют, ну, даже если не бамбуковый штырь, к примеру, использовать, а какую-то рейку тоже, вот, которые много их продаются, они закругленные, есть круглые такие вот рейки, тоже их можно, да, использовать. И вот как-то вот где-то то ли я видела, то ли читала, то, что обматывают пищевой пленкой. Я этого делать не стала, потому что изначально побоялась то, что при нарезании острием ножа могут задеть эту пленку, и потом эта пищевая пленка попадет в начинку. Тоже будет не совсем приятно. Поэтому лучше я хорошо это все зачищу, обработаю водкой, спиртом, щеточкой промою. Лучше так будет, чем какие-то вот
инородные тела попадут в начинку. Так, теперь нам нужно проткнуть ровно посередине весь полностью торт и подложку. Вот дошла у меня до подложки. Все, полностью проткнула. И теперь также мы проходимся ганашем по этой поверхности для того, чтобы закрепить на нашем втором ярусе третий ярус. И быстренько вставляем. Вот у нас дырочка. Вставляем. Стараемся сразу ровно распределить, чтобы все поля были одинаковые. О, как у меня получилось с первого раза. Теперь можно сразу оформлять. Даже не ставить в холодильник, так как ганаш достаточно хорошо застыл между ярусами. Ярусы были холодные, ганаш застыл. Нам нужно будет у основания каждого яруса сделать бусинки. Бусинки будут у меня мастичные под цвет торта. То есть я использую кусочек оставшейся мастики от того, которым я обтягивала торт. Специально взвесила. Окрашивала я кусок мастики весом 700 кг. И вот осталось у меня 350 граммов. То есть на обтяжку этого трехярусного торта у меня ушло 350 граммов. Отставляем пока в сторону наш тортик. С помощью вот такого вот силиконового молда буду делать такие вот большие бусинки. Чтобы у меня не прилипала мастика к молду, я для начала кисточкой пройдусь, вытряхну все лишнее. Кусочек мастики тоже обваляю в крахмале, чтобы он достаточно легко выходил из молда. И вот такой вот жгутик мы ручками туда вдавливаем. Дополнительно еще мы придавим скалкой, чтобы у нас все там заполнил мастикой, всю форму. Лишнее срезаем ножом. Вот такие бусинки мне нужно наделать и приклеить их к основанию каждого яруса. После того, как все бусинки оказались у меня на тортике, мне нужно будет рисовать айсингом на самой поверхности торта. Для начала мне айсинг нужно приготовить. Я беру белок от одного яйца, 160-180 граммов сахарной пудры. Количество сахарной пудры будет зависеть от того, какого размера у вас было яйцо. И также щепотка лимонной кислоты. Для начала на самой маленькой скорости я не то чтобы взбиваю яйца, я их просто как бы растираю, белок растираю. После того, как начала появляться пена, мы начинаем постепенно вводить сахарную пудру. Обязательно ее просеиваем. По чуть-чуть, маленькими порциями. Примерно в середине всего процесса мы добавляем щепотку лимонной кислоты и остаток нашего сахара. Также, если вы собираетесь не рисовать айсингом на тортике, а, к примеру, делать бусинки, как я показывала уже в одном из своих видео, то количество сахарной пудры немножечко нужно увеличить, где-то до 200, чтобы они у вас не растекались. И теперь взбиваем на самой высокой скорости. Вот такая вот смесь должна получиться. Если у вас не получилось такого белоснежного и глянцевого айсинга, причиной может быть либо попадание желтка, либо слишком быстро вводили сахарную пудру. Сахарную пудру нужно вводить постепенно. Теперь я могу мой айсинг
перенести в кондитерский мешок. Насадка вот такая вот у меня маленькая самая. Обычно она используется для рисования на пряниках тоже тем же айсингом. Вот такой вот у меня айсинг. Сильно много я не буду ложить в мешок, так как мне неудобно будет работать им рисовать. Поэтому оставшуюся смесь я должна прикрыть пищевой пленкой. Узоры могут быть разнообразные, то есть на любой вкус и цвет. Я буду делать имитацию кружева по эскизу, который прислала мне невеста. Буду сверяться постоянно с картинкой. Картинка у меня на мониторе. Для начала я обозначу зону, которую мне нужно будет прорисовать. То есть, как видите, узоры у меня довольно-таки разнообразные. Имитация кружева я закончила рисовать. Теперь осталось только цветочки поместить на тортик, и тортик будет готов. Последний штрих. Цветочки на торт. Сгибаем круглогубцами стебель и вставляю наш тортик. Вот такой тортик по эскизу невесты получился. На мой взгляд, получилось очень элегантно, в то же время нежно. Удачи вам в ваших начинаниях, всего вам доброго!